заряжаем первую шаурму. А курочка вкусная. Смакота. Говядина, котятина, собачатина, вообще все равно. Нормально. Нахерачили пол шаурмы с зеленью. Where are you from, sir? Ukraine. Дмитрий. 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 Эметли. Вот это, что я пробовал до этого, даже рядом не стоит, ребята. Итак, ребятушечки, ваша любимая рубрика, наверное, любимая рубрика, моя так точно. Я всегда люблю вкусно покушать, поэтому по названию и по вступлению видоса вы поняли, что этот видос будет о еде. И я уверен, что многие из вас есть любителями шаурмы. Как ни крути, это еда богов. И это святыня всех святых, даже если можно так сказать. В целом будем тестить шаурму, какая здесь вообще есть шаурма. Конечно, я уверен, что шаурма здесь отличается от шаурмы, которую мы привыкли уже видеть. Мы наконец-то пришли на первую локацию. И если ты любишь шаурму так же, как люблю ее я, лайкосик улепашил, а мы заряжаем первую шаурму. Как бы локация, конечно, этого места максимально центральная. Находится возле популярного места Павильон Молл. И здесь, конечно же, большая, огроменная очередь. Я был в шоке, реально. Значит, место все-таки пользуется спросом, и люди здесь едят. Это самое главное. Итак, по менюхе. Здесь, конечно, у нас есть все. Здесь есть и куриная шаурма, здесь есть и куриная с сыром. Короче, здесь реально большой, огроменный выбор. Даже есть фалафель в лаваше. Это у нас, значит, будет и баранина, и курица. Короче, будет все дело в миксе, поэтому остановил я свой выбор на микс шаурма. Сейчас, конечно, будем оценивать все, как нас по факту накормят и насколько это все будет вкусно. Заряжаем. Короче, пока ждем свой заказ, нам дали немножечко шаурмы, курочку попробовать. Вообще, какую они курочку используют. Это, конечно, круто. Можно попробовать вообще без соуса по факту и понять, какая будет курица. А курочка вкусная. Курочка не суховатая. Конечно, такая прям перченая. Мне прям уже не терпится попробовать это все. Уже прям в самой шаурме с соусами и тому подобное. Сверху курочку сейчас мы вот так снимем, чтобы прям попробовать и распробовать соус. Курочку отдельно я уже пробовал. Все классно, все круто, но я сразу чувствую вот этот соус, как будто гранатовый соус. Вот прям он отдает такую сладкую кислинку, я бы сказал бы так. Короче, носят и носят. В целом, мясо реально офигенное. И вот баранина прям очень мягкая, как ни странно. Я ожидал, что это будет прям такая тягучая смесь. Но в целом она прям очень сочная и мягкая. Зелень есть, как я уже и сказал. Здесь есть лук, есть помидор. Ну и, конечно же, всеми любимый чесночный соус. Много чесночного соуса не бывает, все его используют и все им наслаждаются. Так, погнали. Первый вкус был такой пробный. Я думаю, сейчас дальше распробуем нормально. На самом деле, очень вкусно. Я думаю, авторских каких-то соусов здесь нет. Лаваш, на самом деле, очень вкусный. Давайте немножечко подведем итоги. Брал я обычную регуляр шаурму, то есть по факту шаурму, которую используют многие люди, которые покупают многие люди.
решил не рисковать, не брать большую, потому что меня еще ждет по факту тестирования других шаурм. Не с чем сравнить на самом деле, для меня это обычная шаурма, тем более я сейчас немножко голодный, поэтому я могу оценивать как-то, ну, по-ненормальному, по-дикарски. Но мне вот этот соус кисловат, мне он как-то не залетает. Вот этот кислый соус реально мне не залетает. Не знаю кому как, но его прям чересчур много. Свой заказ я ждал буквально 2-3 минуты. И то только из-за того, что повар, который делает по факту мясо, подошел, говорит, что у вас там, какой у вас номер заказа? Мы сказали, и он нам вне очереди это все сделал. То есть, а если ты пришел обычный человек, без камеры, и захочешь попробовать эту шаурму, тебе надо будет отстоять здесь, ну, минут 15-20 как минимум. Это, ну, это реалии камеры, ребят. Если ты блогер, в этом есть свои плюсы. Думаю, с этим заведением можно заканчивать и переходить в следующий. Смакота! Кардинально поменялся контент на моем канале. Если вам залетает контент с едой, если вам нравится такой формат, конечно же, не забывайте влупашить лайкос. Это для меня важно и для моего канала. По факту, таким образом, вы поможете мне определиться с контентом и поможете понять вообще, в какую степь и в какую сторону мне двигаться. Каждое мнение каждого человека для меня важно. Так что не забудь. Вот там находится место, где мы были с вами только что до этого. И это буквально через дорогу. Опять же, это все центр. Тут две очереди. Одна очередь ждет, чтобы попасть внутрь ресторана, а вторая очередь ждет, чтобы просто заказать шаурму. Это, ну, это, конечно, трэш. Вам надо стоять такую прям нормальную очередь, а вот потом здесь ждать свой заказ. Заказали также, чтобы по факту все было честно, прям конкретное сравнение популярной шаурмы, то есть регуляр. Это самый обычный размер, это не маленький, не большой, это среднячок. И также микс, то есть курочка и баранина. Посмотрим, какие здесь есть плюшки. Такие, конечно, большие прям мотки, блин, мяса. Реально, я думаю, что они за день это мясо прям в ноль, потому что столько, сколько здесь есть людей, ну я офигел, реально. Вот такой вот номерочек 139. А сейчас на табле пам-пам-пам. Вам, конечно, не будет видно, но на табле максимальное число это 99. Короче, ждем. А ну давай, твои ожидания, как ты думаешь, здесь будет повкуснее? Я просто баранину не люблю, и я буду делать вид, что очень вкусная шаурма. Да, микс, как ни крути, он такой, он очень интересный, и не всем залетает баранина. Это один из тех людей, которые прям вообще баранину не любят. А мне, в принципе, вообще все равно, что залетает, реально. Баранина, говядина, котятина, собачатина, вообще все равно. Просто пожарьте так вкусненько, да? Пожарьте вкусненько, добавьте соус и все. И я, в принципе, готов к пищеприемству. Шаурма на месте. Вот такая. Поменьше, чем там. Хоть это и дороже, но поменьше. Для меня, ну, прям это важно. Чтобы прям накушаться нормально. И в комплекте еще чесночный соус. Что они намекают? Они намекают, что она сухая, я не могу понять. Так, мне такие намеки здесь не нужны. Открываем. Пахнет бараниной. На! Погнали! Знаете, что самое интересное? Салфеток не дали. Чувствую баранину. Вот здесь баранина прям отдает жестко. В прошлом месте так сильно баранина не отдавала. Здесь я чувствую, как будто я переместился в Турцию
и заказал шаурму просто с бараниной. Курицу на данный момент я вообще не чувствую. Возможно, баранина плохо приготовлена, потому что она мне перебивает прям всю курицу. Несмотря на то, что сильно отдает бараниной, мясо само не резиновое. Ну прям съедобное. Принципиально не хочу открывать дополнительный соус, потому что если ты уже используешь дополнительный соус, это значит, что твоя шаурма суховатая. Я считаю, что внутри должно быть достаточно всего. Не надо использовать дополнительный соус. Опять же, это мое личное мнение. Чувствую здесь, опять же, кислоту. Мне кажется, здесь также используют маринованный огурчик. Помидор, само собой, есть. Зелени прям здесь, ну, нормально. Нахерачили пол шаурмы зелени. Из-за того, что я не такой сильно прям опытен в шаурме, да, там в этих всех приготовлениях, я больше ее кушал, нежели вот так прям разбирал теоретически. Оператор мне подсказал, что зелень, там как кинза и тому подобное, используется для того, чтобы перебить вот этот запах и вкус баранины. Несмотря на то, что здесь половина шаурмы в зелени, это ее не спасло. Я баранину чувствую, вот я уже вот, ну, все докушал, проглотил, прошло уже 2-3 минуты. Я все равно чувствую жесткое послевкусие баранины. Мне кажется, так не должно быть. Ну, это, опять же, лично мое личное мнение по поводу этой шаурмы. Я не могу распробовать отдельно курицу. Я не скажу, что я какой-то большой специалист в еде, но, ребят, кушать я люблю. И кто, как не я, может рассказать о еде, понимаете? Сейчас отдельную курочку пробуем. Курочка неплохая. Попробовать на один раз можно. Неплохо. Почему нет? Но, например, второй раз, если бы я где-то бы здесь был, я бы, наверное, скорее всего, зашел бы в ту шаурму, где я был до этого, нежели в эту. Это подороже. Я не понимаю, почему. Хотя по вкусу та мне как-то больше зашла. Опять же, ну, сколько людей, столько и мнений. Возможно, вам это понравится. Откуда? Класс. Вот опять же, вот видите, я свинья, да? Возможно, кто-то из вас такой же. И по факту, пожалуйста, я уже засрался. Салфеток не дали, мне не зашло. Это вкратце, это вот так прям, если подсуммировать, мне понравилось. А вы там уже смотрите сами. Погодите, ребят, смотрите. Кто это, кто это, кто это? Это Спайдермен. А если вы еще не видели видос со Спайдерменом, ссылочка в описании, там я повторил, короче, элементы Спайдермена. Так что захотите, тогда смотрите. Ссылку оставлю в описании. Shawarma special, you are welcome to here Bukit Bintang. Okay. Subscribe me, Anas Khudari. No, subscribe me. What your channel? Subscribe me and him. Okay. Okay, give me 1 minute, then I will fire for you. Okay, my friend. Короче, вкратце, парень в красной повязке пообещал сейчас прям максимально фаер-шоу для вас. Вот, только для моих подписчиков, поэтому, ну, ты обязательно подпишись, потому что здесь творится, ну, прям что-то, и только для вас. What's the name of your channel? Дмитрий. Miti. Дмитрий. Immediately. Okay, sir, ready? Yes, I am ready. Oh, ниндзя. Give me one sandwich, please. أعطيني خبزة. You are welcome anytime. That's one mid-end Syria, original. Now that's one look. We put garlic sauce. Короче, погнали. Чесночный соус, лавашик, And pickle. And if you want tomato, we can give you огурчики tomato. маринованные, And onion. помидорчики, This onion very nice. лучок. And
Then this one chicken shawarma. Погнали так. Дальше курочку свежую, прям вот только-только вот нарезанную. Only this one for you. Свежую. Oh, thank you, my friend. Welcome. Свежую, пам, сюда, упаковал. Упаковал как дикарь. Wow. Оп, сюда. Погнали, закручиваем это сочно. Пам, туда в масло его, на, еще огня. Погнали на грильчике. This shawarma roll without cholesterol. Then this one Arabic food and very good. You can try shawarma rice. Then very nice. Where are you from, sir? Ukraine. Okay, sir. Okay. Have a nice day. Thank you, my Don't friend. forget, make like and subscribe to channel and have a nice day. Then anytime you are welcome. Thank you, my friend. О, ребята. О, ребята. My friend, sorry. На ваших глазах две шаурмы. Одна шаурма, которую мне приготовили take-away, то есть забери с собой. И вы вообще способ приготовления, конечно, вы видели и все прекрасно понимаете, о чем я говорю. Все свежее, все четенько, все накладывал. Ну, артистизм, конечно, у этого парня присутствует. А это обычная шаурма, которую мы уже по факту заказали уже непосредственно здесь. И ее уже делали по факту обычному покупателю без камеры, потому что я стоял с камерой и мне подарили вот эту шаурму бесплатно, а вот это моя любимая операторша полетела, заказала и ей дали как обычному человеку. Итак, давайте сначала протестим то, что купили в ресторане. Вот так. Это оставим немножечко на потом. По факту обычная шаурма, обычный размер, но она больше, чем было до этого. То есть до этого были такие так себе размерчики, здесь уже нормальный размер. Нам насыпали еще немножечко картошечки фри с чесночным, да, с чесночным соусом. К сожалению, микс здесь не было, была только куриная шаурма. Поэтому пробуем куриную, отдельно попробуем курочку, сразу вот так. Мясо суховатое. Вот мне прям мясо не нравится вообще, потому что я чувствую, что здесь мало специй на мясе. Для того, чтобы нормально покушать это мясо, вам нужно в любом случае кушать его с соусом. Внутри соуса очень мало. Ну, прям реально очень мало. То есть все такое суховатое. Поэтому они и сделали липок чесночного соуса мне на тарелку. Без дополнительного соуса или без какой-то бутылочки воды вы шаурму до конца не доедите, реально. А то, что я говорю, внутри есть только мясо, только огурчик и все. И немножко помазали соусом. Итак, а теперь погнали, тестируем эту шаурму. Правда, вся такая зажаренная, вся такая масная, прям много масла. Вот, я не знаю, как это сейчас будет все по вкусу. Вот это, что я пробовал до этого, даже рядом не стоит, ребят. Отдает таким прям как дымком. Реально дым, блин, офигеть. Очень вкусно. Не сухая шаурма вообще. Возможно, из-за того, что здесь дофигища масла, которое он использовал, конечно. То есть, по факту, это и это одна шаурма. То есть, это не разные шаурмы, это одна шаурма. Просто вот это приготовили для обычного покупателя, для обычного гостя. Это приготовили специально для меня и для моего канала, для человека с камерой. По вкусу очень вкусно, жирно, конечно. Я такое люблю, возможно, кому-то не зайдет, но лично мне очень вкусновато, да. Мне эта шаурма понравилась больше всего. Как ни странно. Хотя где-то на уровне с первой шаурмой, где-то там. Очень вкусно, сытно, самое главное. Я уже хочу быстрее закончить этот видос и нормально докушать.